Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать еще один вариант бабушкиного квадрата. Данный мотивчик вяжется очень просто, а смотрится интересно. С каждой стороны у нас вот такая вот сеточка получается, а по углам красивые такие вот стрелы. Для вязания я буду использовать один цвет пряжи, но при желании его можно сделать также разноцветным. Размер квадрата регулируется количеством провязанных рядов, которые будут вязаться по одному и тому же принципу. Также для вязания буду использовать крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,75. Начинаем наше вязание с кольца амигуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик. Между двумя ниточками заводим крючок, захватываем петельку и снимаем с пальчиков. Набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в колечко провязываем второй столбик с накидом и третий. Дальше вяжем 3 воздушные. И опять в колечко провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий. Колечко можно подтянуть, чтобы было удобнее вязать. Теперь провязываем опять 3 воздушные. И сюда же в колечко вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. 3 воздушные. И еще раз в колечко вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, и третий. Колечко затягиваем. И теперь вместо 3 воздушных провяжем полустолбик с накидом, чтобы сразу оказаться в серединке нашего вязания. То есть делаем накид, находим третью петлю и стараемся захватить вот за переднюю и за заднюю стеночку. Не в серединку вот так вот проколоть, присоединиться, а именно за переднюю и за заднюю стеночку. Это неудобно, конечно, но зато будет смотреться аккуратнее край. Вытаскиваем ниточку и провязываем. И вот мы сразу с вами очутились в серединке нашего угла. Дальше набираем с вами 3 воздушные петли, которые будут нам служить первым столбиком с накидом. Теперь в уголок провязываем второй столбик с накидом. Теперь делаем накид и за вот этот первый столбик провязываем вот таким образом рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше воздушная. Один столбик пропускаем, за второй перед углом провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше в уголок вяжем 2 столбика с накидом, первый, сюда же в уголок второй, 3 воздушные, и теперь сюда же 2 столбика с накидом, первый, второй. Теперь будем провязывать точно так же, как вязали вот здесь. То есть делаем накид, в первый вот этот столбик, вернее за первый столбик вяжем рельефный лицевой столбик с накидом. Воздушная петля, один столбик пропускаем, за второй перед углом провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь в угол вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные, и сюда же 2 столбика с накидом. И опять точно так же, как вязали здесь и здесь. То есть делаем накид и за первый столбик с накидом провязываем лицевой рельефный столбик, воздушная, второй пропускаем и за третий провязываем также лицевой рельефный столбик.
Теперь сразу в уголок вяжем столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 3 воздушные, в уголок вяжем первый столбик с накидом, в уголок второй. Теперь делаем накид, провязываем рельефный лицевой столбик с накидом за первый столбик. 1 воздушная, 1 столбик пропускаем, за второй провязываем еще один рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь у нас осталось провязать половинку угла, здесь половинка у нас провязана 1, и мы сюда провязываем еще 2 столбика с накидом в уголок. И вместо 3 воздушных вяжем полустолбик с накидом. Делаем накид, 1, 2, 3, вот она третья петелька. Опять стараемся захватить одну половинку и вторую, и провязать полустолбик. И как раз мы опять находимся в серединке. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь в уголок вяжем второй столбик с накидом. В вершинку первого столбика вяжем третий столбик с накидом. Теперь смотрите, у нас осталось 2 столбика. Один вот здесь у нас был рельефный, один обычный. И вот перед рельефным, вот за обычный столбик мы провязываем рельефный столбик с накидом. А рельефный предыдущего ряда у нас остался свободным. Дальше вяжем воздушную петлю и в промежуток вот сюда вяжем 1 столбик с накидом. Воздушная, опять рельефный не трогаем, а за ним провязываем рельефный столбик с накидом. После этого рельефного в столбик вяжем в вершинку обычный столбик с накидом, в уголок 2 столбика с накидом, первый, сюда же второй, 3 воздушные, сюда же в уголок вяжем первый столбик с накидом и второй. Смотрите, то есть у нас с вами в каждом ряду будут вот такие вот рельефные столбики. В них мы вязать не будем ничего. Мы будем вязать перед ними, вот сразу, вот здесь перед, а здесь получается за ним. То есть рядышком вот у нас 2 столбика, и вот мы будем провязывать в них рельефные, а во все остальные после рельефного будем провязывать обычные столбики с накидом. Сейчас мы провяжем еще несколько рядов, чтобы было более понятно. Вот смотрите, вот здесь у нас был рельефный в прошлом ряду, вот его видно. Здесь мы провязали угол, 2 столбика, 3 воздушные, 2 столбика. И теперь вяжем в первый столбик, провязываем столбик с накидом, а перед рельефным вяжем рельефный столбик. Лицевой, да? И рельефный предыдущего ряда остается не провязанным. Воздушная петля. И вот сюда в промежуток вяжем столбик с накидом. Воздушная. Опять воздушная, да. Опять рельефный не трогаем, а за ним, то есть вот первый, ближайший к нему столбик, мы провязываем лицевым рельефным столбиком. Дальше провязываем следующий столбик стандартным столбиком с накидом. И в уголок, как обычно, вяжем 2 столбика с накидом. 3 воздушные. Сюда же в уголок 2 столбика с накидом. Смотрите, точно так, как мы с вами провязали эту и эту сторону, мы с вами вяжем еще здесь и здесь. Дошли мы с вами до конца ряда. Вот здесь половинку угла мы вязали в начале, когда начинали наш ряд. И сейчас нам осталось провязать вторую половинку. То есть ничего сложного. Вот наш рельефный столбик. Ближайший к нему столбик мы провязываем рельефным лицевым столбиком.
Дальше вяжем столбик с накидом, столбик с накидом. И в уголок провязываем 2 столбика с накидом. Первый и второй. И теперь смотрите, чтобы оказаться в серединке вязания, мы опять вяжем с вами полустолбик с накидом в третью петлю. По возможности под 2 стеночки. Мы провязываем полустолбик с накидом. Следующий ряд мы начинаем точно так же, как предыдущий, провязывая 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в уголок сюда же вяжем второй столбик с накидом. Смотрим, вот у нас рельефный предыдущего ряда, а до него есть столбики. Мы провязываем первый столбик, второй, и вот ближайший к нашему рельефному, вот рельефный, и вот ближайший к нему, мы провязываем рельефным столбиком с накидом. То есть по тому же принципу, как мы вязали в предыдущем ряду. Дальше воздушная, в промежуток вяжем столбик с накидом. Воздушная, в промежуток вяжем столбик с накидом. То есть с каждым рядом у нас будет увеличиваться вот эта часть, то есть в уголках, и будет прибавляться количество вот этих вот промежуточных столбиков. То есть видите, в предыдущем ряду был 1, в этом 2, дальше будет 3 и так далее. Провязываем воздушную. И теперь смотрим, вот наш рельефный, ближайший к нему, вот он. Значит, мы за этот ближайший провязываем рельефный столбик с накидом. И дальше до угла вершинки столбиков также вяжем столбики с накидом, но уже не рельефные, а обычные. И теперь в уголок вяжем как обычно. 2 столбика с накидом, 3 воздушные, и сюда же в уголок 2 столбика с накидом. Теперь смотрим, вот он наш рельефный столбик. Значит, мы должны рельефный провязать вот в ближайший столбик к нему. А до этого столбика вяжем столбики с накидом в вершинку предыдущих столбиков предыдущего ряда. Вот, провязали. И теперь смотрим, вот он рельефный, вот ближайший к нему. Провязываем в этот ближайший рельефный столбик с накидом. Воздушная. Теперь в промежуток столбик с накидом. Воздушная. Промежуток столбик с накидом, воздушная, и смотрим опять, вот наш рельефный, вот ближайший к нему столбик, вот он, и в ближайший к нему столбик провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше до угла вяжем простые столбики с накидом. В уголок провязываем, как обычно, 2 столбика с накидом, первый, второй, 3 воздушные, и сюда же в уголок еще раз 2 столбика с накидом, первый и второй. И по такому принципу, как мы провязали эту сторону и эту, мы провязываем до конца квадрата. Дошли мы с вами до конца ряда, и нам осталось провязать последнюю половинку угла. Вот наш рельефный столбик. В ближайший к нему, точнее за ближайший столбик, мы провязываем рельефный столбик с накидом. Потом до угла вяжем вершинки столбиков. И теперь в сам уголок провязываем 2 столбика с накидом. И вместо 3 воздушных мы провязываем полустолбик с накидом, чтобы сразу оказаться в серединке угла. Стараемся подцепить 2 половинки петли. И провязываем. Смотрите, по такому принципу мы будем вязать и дальше. Давайте провяжем еще один ряд, чтобы, как говорится, закрепить результат. Начинаем и заканчиваем ряды мы одинаково.
Вот как закончили сейчас, так будем заканчивать и во всех последующих рядах. Начинаем ряд каждый с 3 воздушных, которые служат первым столбиком с накидом в угол. И теперь в угол провязываем еще второй столбик с накидом. Теперь смотрим. Вот наш рельефный столбик. В ближайший столбик к нему мы будем вязать рельефный столбик с накидом. Во все остальные будем вязать обычные столбики с накидом. Провязываем. С каждым рядом этих столбиков будет становиться больше. Провязываем первый столбик в данном ряду, второй, третий. И теперь вот он, ближайший столбик к нашему рельефному столбику предыдущего ряда мы провязываем рельефным столбиком с накидом. Дальше вяжем воздушное, в промежуток столбик с накидом. Воздушное, в промежуток столбик с накидом. Воздушное, в промежуток столбик с накидом. С каждым рядом этих промежутков будет становиться больше. И все они провязываются по такому принципу. В каждый промежуток по столбику с накидом, между ними провязываем по воздушной петле. Теперь смотрим, опять уголок. Воздушная петля перед углом. И вот он наш рельефный столбик. То есть если с этой стороны он у нас как бы дальше, да, после начала, нам нужно вначале провязать столбики с накидом обычные, а потом только рельефные, то здесь у нас с этой стороны угла у нас он идет первый. Но это не важно. Мы провязываем в ближайший к нему обычный столбик, мы провязываем рельефный. Именно на это ориентируйтесь. То есть ближайший к рельефному столбику. Я очень надеюсь, что вам понятно, как я объяснила. И теперь дальше до угла мы вяжем обычные столбики с накидом в каждую петельку предыдущего ряда, провязывая по одному столбику. Уголок вяжем, как обычно, 2 столбика с накидом. Три воздушные. И сюда же в угол 2 столбика с накидом. Дальше вновь у нас идет повтор. Смотрим. Вот наш рельефный столбик, вот ближайший к нему столбик. Вот в этот последний, вернее ближайший к нему столбик мы будем вязать рельефный столбик с накидом. Во все остальные петли обычные столбики с накидом. Провязываем. Еще раз повторю, с каждым рядом этих обычных столбиков будет становиться больше. Вот он рельефный, вот к нему ближайший столбик. Мы его провязываем рельефным столбиком. Дальше воздушная. В промежуток вяжем столбик с накидом. Воздушная. В промежуток столбик с накидом. Воздушная. В промежуток столбик с накидом. Воздушная. Вот рельефный столбик, вот ближайший к нему. За этот ближайший столбик мы провязываем рельефный столбик с накидом. Дальше до угла вяжем простые столбики с накидом. Угол провязываем, как обычно, 2 столбика с накидом, 2 воздушные и сюда же в уголок 2 столбика с накидом. И теперь точно так же, как мы вязали эти стороны, вяжем так до конца нашего квадрата. Завершаем все ряды провязыванием половинки угла. То есть одну половинку мы провязали в начале ряда, вторую половинку мы провязываем в конце. Ничего сложного нет. Точно так же смотрим. Вот у нас рельефный столбик. В ближайший к нему вяжем рельефный столбик с накидом. Теперь до угла вяжем простые столбики с накидом. И в сам уголок провязываем 2 столбика с накидом. И вместо 3 воздушных петелек мы провязываем полустолбик с накидом в третью петлю. Стараемся захватить по возможности 2 половинки.
и провязываем. И все. И по такому принципу мы можем провязать столько рядов, сколько нам необходимо для нужного размера нашего квадрата. Вот я провязала несколько рядов, и вот такой вот интересный, красивый бабушкин квадрат с вот такой вот сеточкой с каждой стороны у нас получился. Надеюсь, что он вам понравился. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.